Друзья, всем привет! Как вы уже догадались, сегодня очередная серия про гоночный спорткар. Это будет болид наподобие Формулы-1 с довольно-таки мощным и легким движком от спортбайка Yamaha R1 свежих годов. Это 2014 года двигатель с пробегом 5000 километров. То есть валить оно будет нормально и проблем с двигателем по идее быть не должно. Но вот проблема. Как же сделать сам гоночный болид, если я не могу уже даже полгода седлушку сделать? Вот смотрите, форма у меня готова. Каким-то странным образом она заблестела, да потому что, ребята, я ее все это время готовил. Приобрел на Авито вот такую штуку. Это Эдельвакс, восковая некая смесь. Таким разделителем я пользовался в детстве и решил воспользоваться сейчас, потому что у меня были глобальные проблемы по съему кожуха, когда я делал матрицу для съема формы бака моего мотоцикла. Ну вот бак у меня, в общем-то, готов, стоит на мотоцикле, отточил технологию и решил даже усовершенствовать эту технологию. Поэтому сегодня, я думаю, 100% мы сделаем съем сиденья. Оно, как вы можете заметить, будет анатомическое, то есть принимает полностью мою форму тела. В связи с этим на нем должно будет очень удобно сидеть, чувствовать машину, чувствовать повороты и боковые нагрузки. И при этом сильно не напрягаться, сильно болтать в нем не должно. Делать буду уже, как вы поняли, из карбона. Вот такой, не побоюсь этого слова, роскошный материал будет использоваться для сидения. На сайте было написано, что из такого карбона делают суперкары. Я уже пробовал с него делать детали, делал сиденье для мотоцикла, получилось просто офигенно. После того, как мне понравилась эта ткань, я ее забрал всю на сайте. То есть на сайте больше такую купить нельзя. Вот она, одна труба. Здесь довольно-таки много. Здесь метров 5. Ну и вот с последней партии. Последнее, что я заказывал. Вот видите, уже какой маленький остаточек. Также я еще дозаказал вот такую смесь. То есть это карбон с кевларом. Ну и еще немножко такого карбона, который достаточно гибкий. То есть здесь сплетение елочкой, а здесь вообще очень интересный карбон. Здесь плетение 45 на 45. То есть чтобы создавать поперечную жесткость. Проще говоря, чтобы была жесткость накручения. Все эти материалы в последнее время, ребята, я покупаю исключительно за ваши пожертвования, за ваши донаты, которые вы присылаете мне на карточку. Большое вам гигантское спасибо за это. Карточка, как всегда, в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Даже маленький донатик, он очень сильно помогает в развитии, да, точнее, чтобы не загнулся этот канал. Что уж тут говорить, скажу прямо. Канал может загнуться без ваших донатов, и это без шуток, ребята. Потому что можно рано или поздно пойти просто-напросто на работу. На работу меня уже зовут, но я все еще пока сопротивляюсь, потому что есть гигантская, великая помощь от вас. Спасибо, ребята, спасибо большое. Я нанес сейчас вот этот разделитель, это воск, который располировывается. Но в чем же здесь прикол, самый страшный? Это гель-коут, который приобретен тоже на ваши донаты. Гель-коут не матричный, гель-коут прозрачный, то есть он для деталей. Вот я чуть-чуть развел и хочу вам показать, как работает и для чего нужен. По-простому это эпоксидная смола с загустителем, то есть она не должна скатываться в шарики. То есть, если я обычно эпоксидной смолой делаю вот так, то она собирается в капли, как капли на лобовом стекле от дождя. Ну а гель-коут он так устроен, что он в эти самые капли не собирается, и можно сделать красивый поверхностный слой, а потом уже карбонизировать сверху углетканями, и слой у нас уже будет финишный по-любому, и по-любому красивый. Но прикол в том, что на воске он все-таки в капли в эти собирается. Хоть и настоящий гель-коут. Я не знаю, что с этим делать. Хочу еще сверху матрицу еще чем-нибудь покрыть, потому что хочется воспользоваться гель-коутом. Хочется классную, хорошую финишную поверхность получить. Поэтому развел здесь ПВА. Это тоже специальный разделитель, который тоже скатывается капельками, но я постараюсь его нанести тонкими слоями. Вдруг получится нанести без вот этих вот чертовых капель. Просто на ПВА гель-коут себя ведет очень хорошо и никуда не скатывается. Вот можно здесь проверочный сделать. А здесь, например, если я на обработанной поверхности попробую такое сделать, вот смотрите, будет в капле
Видите, сразу, видите как? Ну, то есть он просто не держится. Точно так же и гель-коут здесь не держится. Смотрите, совсем все в капле собралось, жесть. В общем, чтобы было красиво, решил наносить немножко на тряпочку и растирать. Таким образом создается сверхтонкий слой, потому что состав очень быстро подсыхает. И так повторяю несколько раз. Вот видите, уже так просто в капле не собирается. Но тем не менее я порастираю много раз, вдруг где-то пропустил, упустил. Буду растирать, ребята, делать слоя 3-4. Потом нарежу углеткань, а потом будем намазывать гель-коут. Вообще для сидения вот так вот выделываться вообще-то нафиг не надо, ребята. Там поверхность может быть какая угодно, можно все там зашпаклевать, выровнять. Да можно просто заклеить всякими резиночками, там, ну, вы знаете, как подгоняют сиденье, наклеивают толстый скотч, и оно, в принципе, все заклеенное. Но у меня это отработка технологии получается, чтобы я знал, как оно работает, потому что никакие видосы, ничего вам не поможет, кроме собственного опыта. Только пройдя через все своими руками, вы поймете, как это работает, и только после этого вы сможете делать какие-то качественные вещи. А вот видите, тот же гель-коут, он не должен отлипать, он не должен в капли превращаться, но он таки превращается в капли. И что с этим делать? Ну вот приходится что-то изобретать свое, нигде я не видел, ну может быть мне надо 1000 разных видосов пересмотреть, чтобы увидеть, но я нигде не видел всех этих технологий. У всех как-то все легко и просто, ну раз и готов. У меня всегда все сложно и все через боль, труд. Вот нанес немножко гель-коута и смотрю, что с ним происходит. Ну вроде бы более-менее норм, сильно не скатывается. Наверное, надо уже что-то начинать делать. Надо еще как-то уголек экономно умудряться использовать. Может, поперек пойдет. О, не ожидал. На бак мотоциклетный хватало тоже всего листа. И тут. Но тут гораздо больше деталь. Считай, целиком идет в дело. Лишнее потом будет обрезаться. Пока стоит оставлять небольшой запасик. 1,25 м. Метр. 4 листика, короче, 4,8 квадратных метра. Сейчас на сайте посмотрю, сколько это по массе. И потом точно такую же массу заложу под эпоксидку. Ну, может быть, немножко больше. И мы узнаем, сколько вот сейчас на данный момент вес нашего карбона будет. Вот она, эта ткань. Видите, нет в наличии. 280 грамм на метр. Вот видите, цена какая была. Ну а вот то, что я вам говорил. Это плетение вы увидите на деталях самых известных суперкаров. Надеюсь, наш суперкар тоже станет известным, ребята. Ну что ж, как всегда, по наитию я угадал. 5 метров по 0,3 килограмма нам дает 1,5 килограмма. Ну, чуть меньше. Но зато эпоксидки, скорее всего, будет чуть больше. И в итоге около 3 килограммов будет сиденье весить. Размешиваю гель-коут. Такая вот у него субстанция. Размешивается не очень хорошо. Его нужно обязательно дегазировать. Но дегазировать мне негде. Не позаботился я. Поэтому буду просто тонким слоем наносить. Оно все само дегазируется. Кисточкой потихонечку буду наносить. Главное, чтобы в капле не собиралось. Вот самая большая боль. Все остальное мы переживем. Ну так вроде пока норм. Процесс идет очень хорошо. Гель-коута хватает. Интересно, как сниматься будет еще. Короче, ребят, посоветовался в телеге, что делать дальше. В общем, мы с ребятами решили... Да, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал. Короче, посоветовались с ребятами и решили делать на отлип. То есть, есть два варианта. Ждать полного высыхания. Потом, в принципе, я думал, можно подзашкуривать немножко и ляпать уже, так сказать, наш карбончик. И есть второй вариант, когда гель-коут уже немножко схватился, отпечаток пальца остается, но смола не тянется. Ну, что-то типа вот как сейчас. Так что, мне кажется, уже пора разводить эпоксидку и делать следующие слои. Намазал в один слой эпоксидкой, выглядит просто огонь, все глянцевое. Теперь мне нужно каким-то образом аккуратненько бросить лист карбончика. И чтобы не было никаких пузырей. Без всякого вакуума буду делать, ребят, по обычным технологиям.
Ох, как жестко она прилипает. А чё ж ты так жестко прилипаешь? Ё-моё. Вот это жесть. Я что-то думал, она прилипать не будет вообще. Она прилипает, да еще и жестко. Блин. Что-то мне кажется, фигня получится какая-то. Вот, курва. Вот вам и отлип. Это все, это в хлам. Она что, перемешалась, что ли? Ну что ж, ребят, вот как-то так. Форс-мажорные обстоятельства. Испортил лист карбона больше метра, 1,2 метра. Это где-то на 4000 рублей. И 400 грамм эпоксидки я развел. Что с ней теперь делать, непонятно. Но форму не испортил. Тут в одном месте оторвалось. Но это ничего страшного. Я залил все эпоксидкой и буду ждать, пока вот этот слой эпоксидки затвердеет. В целом с формой все хорошо. Значит, что это было? Когда я начал карбон приклеивать, он не стал, знаете, так плавно плавать по эпоксидке, он почему-то адски приклеился сразу. То есть вот этот наотлип, который у меня остался, даже учитывая, что я жирно намазал, он все равно нивелировался, этот жир, то есть жидкая эпоксидка, и сразу на днище прилип карбон. Но это, конечно, жесть. Хорошо, что у меня где-то еще один листик есть, и вот как полностью высохнет она, как полностью станет эпоксидка, я все же ее, наверное, зашкурю. И без всяких отлипов потихонечку аккуратно сделаю. Так, ладно, пока там все у нас полимеризуется, застывает, засыхает, давайте вернемся к нашей 3D модели и посмотрим, что я тут наваял. Все же очень просто, друзья, да? И вот смотрите, узелок такой маленький, вот он, два амортизатора, вот, рокер, тут шайба, подшипники там внутри, вот эта стойка под углом такая. Также тяга идет под углом. Вот этими вещами я занимаюсь уже где-то 2, а то и 3 недели. Вот как-то так. Во-первых, надо мозг сломать, самому для себя придумать, где будет располагаться, в какую сторону амортизаторы пойдут. Сейчас у меня здесь не хватает стоек стабилизатора. Дырки я уже примерно сделал, где хочу. А стойки стабилизатора я хочу делать вот в этой части. Либо надо тянуть в заднюю часть, но тогда жопа будет утяжеляться и инерция задней части будет увеличиваться. То есть надо стремиться, чтобы все массы были как бы в центре, чтобы гоночная тачка хорошо поворачивала. Так вот, делал. Сначала прикидочный. Сейчас я думаю, что надо бы плиту еще на сантиметрик поднять выше. Также я вот еще так посмотрел, мне кажется, можно рокер поближе поставить, потому что, ну, поближе к центру, потому что здесь большой промежуток между рычагом и тягой. Вот, но проблема в том, друзья, что я каждый раз делаю соединение, это вот можно двигать вот так. И видите, я индикаторы нарисовал, чтобы я мог на сантиметр подвинуть. Вот, это синенькие квадратики, это сантиметр. И вот от ребрышка можно двигать здесь. Правда, оно как-то не очень бывает двигается, но изловчиться можно. И я вижу, что показывает у меня вот здесь, то есть на амортизаторе, сколько при том же самом, насколько подвинулось. Вот в этом-то и вся прелесть 3D моделирования. Сразу можно понять, как оно работает. У меня получается примерно 1 к 1. То есть 1 сантиметр хода здесь равняется 1 сантиметру хода рокера на амортизатор. То есть амортизатор сжиматься будет примерно так же, как и колесо, на то же расстояние. Вот, но если я захочу что-то куда-то передвинуть на сантиметр, мне уже приходится все заново переделывать. Вот в чем проблема. Я тут вылизываю, я тут выхаживаю, я тут все сверлю отверстия, все располагаю, красиво делаю, точно хорошо, а потом мне надо двигать, и все соединения у меня рушатся. Наверняка это все можно делать, но у меня такого скилла еще нет, я по-простому, просто все переделываю. Вот сейчас мне надо плитку немножко выше вот эту передвинуть. Ну а шпангоуты у меня уже готовые. Сейчас я днище отключу, чтобы вам лучше было видно. Можно теперь плиту вот эту отключить и мотор. Вот, и теперь станет понятно, что я тут моделировал. Видите, вот они шпангоуты.
вокруг которых будет карбонизироваться болид. То есть это уже части кузова. Внутрь у меня входит вот так вот красиво рычаги. Дело двигается крайне медленно, как бы я этого не хотел, друзья. А вы, наверное, думали, что сейчас я вам дизайн буду какой-то показывать. Да какой дизайн? Тут вот с этим рокером я уже... Вы себе даже не представляете, сколько вожусь. Вот. Опять же, по амортизаторам, я вам их чуть позже покажу, большие проблемы, потому что, ну, нет подходящих амортизаторов, как бы так получается, что их не существует. Я хочу, чтобы у меня амортизатор двигался на всю длину, то есть на весь ход колеса, чтобы он хорошо работал даже на малых ходах колеса. Короче, ребята, работы просто гигантское количество по этому 3D моделированию. Ну вот и следующий день. Что же он нам подарит? Вот вопрос. Зашкурил 150-й наждачкой. Кое-где даже по краям начало отставать. Это хороший знак. Значит, разделитель работает. Все, погнали. Ложбину приклеил на специальный спрей для инфузии. Намесил 250 грамм эпоксида. Чисто кисточкой буду наносить, разглаживать силиконовым шпателем. Вот он. Моя задача, чтобы приклеилось без пузырьков. Хотя бы вот этот вот слой. Из-за спрея немножко в этих местах съеживается. Но мне кажется, нанесу эпоксидку, спрей перестанет работать. Вот, и тогда все можно будет откорректировать. Все, ребята, дело сделано. Получилось просто великолепно. Мы еще посмотрим, что там будет с обратной стороны. Ну, вот судя по вот этому всему, друзья, можете себе представить, какая здесь творилась содомия. Я не мог ни на секунду просто прерваться, даже включить камеру, потому что это надо руки мыть, там как-то там очищать и так далее. Эпоксидка, сами знаете, какая вещь. Но, тем не менее, я сделал это. Не прошло и полгода, а может быть даже и прошло. Значит, смотрите. Сделал усиление вот в этом месте, на 5-й точке около 10 слоев и где-то 5 мм карбона. Здесь вот тоже 5 мм карбона будет. Ну и вот здесь, где ремни, где-то будет 3,5 мм карбона. Положил, как и планировал, 4 листа. Было непросто. Второй слой я ложил кусочками, ну а потом начал опять ложить цельными листами, потому что кусочками слишком сильно нагоняется вес на переходах. Свет выключили, но уходить нельзя, ребята. Да, в темноте даже лучше смотрится, по-моему. Ну, будет как настоящая, ребят. Вы не думайте. Халтуры не делаем. То есть реально гоночный болид будет. Я в шоке, если честно. Вот, уходить нельзя, потому что надо протереть полы. Надо сейчас их подмести и протереть, пока эпоксидочка мягенькая. Ну, то есть потом, сами понимаете, это будет нереально. Я тут вот здесь даже... Кое-где прям поналивал, видите? Все, ребята, думаю, я заслужил, чтобы сейчас поехать и наконец-то покушать за целый день. Целый день здесь вожусь. Ну что ж, полимеризовалось, ребята. Все, твердый карбон. Сейчас я его еще чуть-чуть подсушу, а потом будем снимать. Не знаю, была ли у вас такая ситуация, когда вы что-то сделали своими руками, и вам настолько по кайфу, что вы не можете дождаться следующего дня, чтобы еще раз посмотреть, чтобы еще раз потрогать, покрутить все это дело и насладиться еще раз. У меня в этом году за это лето уже второй раз такая ситуация. Первый раз, когда я сделал карбоновый бак на свой мотоцикл гоночный. Второй раз вот это вот сиденье. Блин, ну получилось классно. Много трудов. Полгода работы где-то получается. Ну, с перерывами, понятное дело, но вот оно готово. Ладно, прежде чем расчехляться, я поставлю его на дополнительную сушку. Ну, типа как в автоклаве. Мы же хотим, чтобы жесткий карбон был. Хотя он со временем через месяц-два и так наберет. Ну, а мы с вами продолжим рассматривать, что я там понапокупал. А напокупал я очень много. Значит, смотрите, вот это... велосипедные амортизаторы, которые в принципе максимально подходят. Тут можно ход подогнать, тут ход 55, здесь ход где-то 60. А вот этот амортизатор, он в принципе самый классный, самый модный из этих всех трех, которые у меня имеются. Хотя нет,
У меня еще от R6 имеется амортизатор, который я вам уже много раз показывал. Короче, рассказываю вкратце. Здесь слишком мощный он, слишком мощная пружина, она просто несгибаемая, не сжимаемая, а ход маленький, ну и размер маленький. Из-за этого я и повелся, взял на пробу его. Этот слишком слабенький, и у него нет регулировки сжатия. Регулировка отбоя есть, она прекрасно работает. А регулировки сжатия нету совершенно. Этот в принципе подходит, потому что здесь пружину можно накачать. И по ходу нормальный 55 где-то миллиметров. Но он стрёмный, потому что очень маленький и может взорваться. И опять же мало регулировок. Есть только одна регулировка, тоже отбоя. Ну а этот более-менее подходит, если убавить пружинку ему. Ну то есть, не знаю, может растворить ее в кислоте, утоньшить. Либо заказать где-то, навить новую пружину. Вот так вот вкратце. Есть 4 амортизатора и все они не подходят. Хотелось мне просто маленький, чтобы он был 200 миллиметров длиной. Ну этот 260, по-моему. Ну тоже подходит. Просто меньше городить на задней части. На передок подходят и большие аморты, 300-е, ну то есть любые можно выбирать, ставить. Короче, пока дилемма. Видите, ничего не подходит, но я взял на пробу, если что, буду лепить из вот этого вот всего. Делать конфетку, так сказать. Идем дальше. Чтобы конфетку делать не наугад, я еще приобрел тензодатчик. Размахнулся на славу, так сказать, на будущее, взял 20-тонный тензодатчик. Примерно 3 дня я разбирался, ну там по часику каждый день, больше я не выдерживаю. Настроил, подключил, была проблема подключения, было не совсем понятно, все на китайском написано, инструкция на китайском. Ну а вторая проблема была, ну естественно, калибровка. Как же его откалибровать, чтобы он показывал правильно. Я откалибровал на свой вес, хотя 20-тонник надо калибровать, ну тонны на 3 хотя бы. Ну, нету у меня таких весов, чтобы нагрузить 3 тонны. Но на свой вес все работает, все четенько. С помощью таких вещей, друзья, я буду проверять как раз-таки натяжение амортизаторов, на сжатие, то есть как работает пружина и прочее, прочее, прочее. То есть это очень-очень нужная вещь, потому что вес болида будет известен, нагрузка на колесо, на ось. А вес и мощность сжатия пружины неизвестно остается там. Но даже сейчас мы можем немножечко проверить, как это работает. И еще хотел сказать, если мы используем систему без стабилизатора поперечной устойчивости, то вот эти амы, они будут очень слабые. А если со стабилизатором, то их в принципе пара сразу будет работать, и они уже такие уж слабые не будут. Но они убогие, по-моему, это именно как раз те, где... Баллончик он просто тут для красоты. Ну, по крайней мере, вот эта крутилка точно для красоты. Там даже на сайте было предупреждение, что она ни на что не влияет. Она должна на ход сжатия было влиять. Ну ладно, маленькое такое лирическое отступление. Давайте попробуем, как работает тензодатчик. Вот так это выглядит. Зажал в патрончик и буду давить на вот эту среднюю часть через прокладочку. Приборчик загорелся, начал что-то нам показывать. Минус 4. Надо откалибровать. Ну, 20-тонный датчик показывает килограммы. Вот, то есть 20 тысяч килограмм. И для него минус 2 килограмма, это считай, что 0. Установил прокладку, теперь можно давить. Буду крутить за колесико вот это, друзья. И смотрите, что происходит. Давим, давим, давим. Уже 900 килограмм. Тонна. Кручу дальше. Тонна 400. Тонна 900. Ого, вот это да, это круто. Ну, крутить уже тяжело одной рукой. Все, сорвалась задняя бабка. А здесь у нас показывает 2 тонны. Ну, по-моему, для моих целей вполне нормально будет иметь такой пресс-двухтонник для испытаний. Мало того, мы прямо сейчас можем подпроверить амортизатор, то есть те характеристики, которые мне нужны. Можно давануть его на 1/3, на сантиметр и посмотреть на усилие. Сантиметры здесь, кстати, тоже отмеряются. Погнали! И смотрим, что здесь показывает. Здесь показывает 222 килограмма. А теперь возвращаемся, друзья, к рокерам и к тому, что там 1 к 1 передается. То есть нет передаточного числа, все 1 к 1. Прямая передача через рокер идет. В итоге, если 2 амортизатора таких ставить, то получается 450 килограмм задняя часть болида должна весить, чтобы сжалось все как надо.
Сами понимаете, мне это абсолютно не подходит. Мне надо в идеале, чтобы было 100 килограмм. Примерно. Берем следующий по-быстрому, у которого пружина слишком мягкая, как мне кажется. Здесь ход 60, поэтому мы 2 сантиметра будем накручивать, а не 1. Накрутил 2 сантиметра. Смотрим, что показывает. 68 килограмм. Это при том, что я здесь подприжал пружину даже, видите? Ну, ее как бы есть еще куда сжимать. И по факту этот амортизатор будет слишком мягкий будет. Хотя, может быть, если два будут в паре работать через тягу поперечной устойчивости, они будут, если одно колесо нажимаешь, сразу два работать в какой-то момент. Может быть, их и хватит. Поэтому я набрал их, они относительно дешевые, целую кучу. Во-первых, чтобы определиться с размерами для 3D моделирования. Во-вторых, для вот таких вот всяких интересных вещей. Если что, можно будет комбинировать эти пружины там, ну и так далее, вы понимаете. Так, идем дальше. Ну, болтики. Титановые болтики. Вот эти пойдут на ходовку. 10 миллиметров, боже, какие они легкие. Вот, то есть это на крепление рычагов. Можно гайки раздобыть и уже прикрепить к рычагам их, то есть скомплектовать. Это я, по-моему, на мотоцикл брал. Вот. Ну, вот еще такие бывают. Тоже, блин, на мотоцикл. Взял 10 штучек. Не смог себе отказать в этом удовольствии. Пеночные. Титана здесь где-то на 10. Кстати, амортизаторы. Ну, вот эти не помню. По-моему, по 2,5, а вот эти по 10. Ну, они реально хорошие. Регулировки работают. Как бы норм. А титановые болтики это не все, еще едут там солишки. Ну, до Пагани Зонда, думаю, не дотянем. Там аж 55 тысяч долларов на титановые болты спущено. У меня будет сильно меньше, но, наверное, 1200-300 придется потратить. Уже потрачено где-то 130 тысяч на них. Идем дальше. Вот эту штуку на будущее приобрел. Измеритель октанового числа для бензина. Оно и для машинки пригодится, и для мотоцикла, да и вообще для жизни очень интересно и очень полезно знать. Просто было как-то период, что были приличные донаты, очень весьма приличные, ребят, на канале. Не буду скрывать. Вот, и я прям разошелся, поназаказывал всего, что может на будущее пригодиться. Потому что мало ли, вдруг не будет больше такого. За что вам опять еще раз гигантское спасибо. Короче, штука простая. Я тут поставил батарейки. Втыкается вот так в бензин. И вот здесь показывает октановое число тупо. Вот, РУС, это значит русская система. Системы разные. Тут можно перепрограммировать на другую. Ладно, мучить не буду. Холостую, оно, видите, 0 показывает. Классная вещь. Правда, что-то бензин какой-то не классный сотый оказался. Не знаю, может быть, прибор подбрехивает. Надо еще мне для статистики больше поизмерять, потому что если я вам цифры сейчас скажу, ну, ваша жизнь не будет прежней после этого, скажем так. Все-таки страшно пока что снимать форму. Поставил на дополнительный нагрев. Еще пару часиков при температуре 50 градусов пожарю. Вот здесь 50 градусов. И в принципе вся форма, потому что равномерно распределяется. Что-то тут с центром тяжести не то. Короче говоря, ну вот так, ребята, получилось. Все в пузырьках. Да. Вот такое качество. Видите, все в пузырьках. То есть оно тут имеет слой, потому что был гель-коут и эпоксидка. А между ним и ним там вот эти самые пузырьки образовались. Итак, смотрим вес. Все получилось идеально. 3,15. Я еще задумал делать боковые вырезы. Ну, то есть вот здесь делать некую ложбину такую. И при этом вес еще упадет.
давайте измерим толщину карбона специальным инструментом. Мне интересно примерно в этом месте сколько он будет. Показывает 2 миллиметра. В другом месте 2,2. 2,5. Ну, короче, 2,5, 2,2 миллиметра везде. Я просто думал, здесь будет потолще, потому что здесь карбон вот так сильно съеживался в этих местах. И я имел наглость подумать, что там карбончик уплотнится, потому что как раз в том месте и хочется сделать вырезы. Ну, не то, что хочется, их там надо сделать. Следующий шаг, как вы понимаете, надо делать дырки под ремни. Но делать их очень страшно, потому что надо 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. Это 2 ремня, которые будут держать пузо. Крепиться должны где-то здесь, вот выходить. Именно поэтому можно сделать такой карман, чтобы здесь и рукам ничего не мешало, то есть, чтобы здесь все было свободно, вот так выпиливается. Да, вот это ребро жесткости, оно уйдет, потеряет свою актуальность, но в целом крепеж у меня здесь и там, то есть к кузову будет крепиться, и буду держаться за ремни, так сказать. Ну, сами понимаете, ремни это основное крепление. Так, надо достать. Это. Тут кругом есть регулировки, так что если я как-то что-то неправильно закреплю, можно будет подтягивать в ту или иную сторону. Но вот как прикрепить вот эти ремни, которые должны вот здесь находиться между ног, чтобы они ничего не передавливали, тут, по-моему, надо 100 раз отмерить и 1 раз отрезать. Вот здесь вот как-то так. Ну, в общем-то, в принципе, слушайте, удобно достаточно. Вроде бы норм. Вообще должно быть как-то вот так больше. Наклончик такой должен быть. Ребята, круто получается. Все прям вообще прекрасно. Смотрите, я уже прям сижу как будто бы в гоночном болиде. Эти ремешки очень важные. Нужно будет их к монококу прикрепить. Они вот так вот подтягиваются, настраиваются. Ребята, я в шоке. Честно, со всего этого происходящего. Карбоновое сиденье, настоящие ремни. Все четенько пока что получается, пока ничего не испортил. Все так, как я и задумал, так и получается. А ремешки облегчатся, потому что здесь можно их закарбонизировать. И вот эти вот места, да, крепления, их можно просто ликвидировать, пришить как-то ремни к сиденью, сшить их там, например, обвернуть вот так вокруг сиденья, сшить между собой. Ну вот эти, конечно, останутся крепления, а эти и эти тут уйдут. Ну, наверное, килограммчик удастся сэкономить. Вот, расцепляется, смотрите, как прикольно. Раз, и все, и пошел домой спать после гонки. Ну вот, собственно, у меня на этом все с этим видео, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите Лойса. У кого есть возможность, поддержите, пожалуйста, этот канал, этот проект, меня в целом донатом на хорошее настроение, на запчасти, на карбончик. Я буду очень бесконечно, безгранично вам благодарен, ребята. Ну что ж, на этом уже точно все. Всем пока, до новых встреч.